Всем привет, это канал День Тигра. Сегодня у нас необычный ролик на нашем канале. Мы отступим от наших правил и расскажем на самом деле историю о том, сколько стоит спасти 3 хищников из плохих условий. С чего все началось? В чатах, группах раздались комментарии о том, что сейчас терпит бедствие зоопарки, он распродает своих животных, куда попало, возьми, выкупи и так далее. Ну и, соответственно, очень часто происходит так, что таких животных никто не выкупает, потому что это дорого и потому что это сложно. Все началось с одной рыси, о том, что ей нужна помощь, ее нужно выкупить, она никому не нужна, и выложили ее фотографию. На фотографии мы сразу видели, что у нее нет кончиков ушей, а это, рысь без кончиков ушей, это максимально странно выглядит. В общем, цена за рысь была 40 тысяч рублей назначена. Рысь. 40 тысяч. Позвонили хозяину. Оказалось, что у него не только рысь, есть еще пума и леопард. В общем, всех вместе он продает за 290 тысяч. Леопарда за 150 тысяч рублей, а пуму за 110. Меньше он не согласен категорически, потому что у меня заберут ее в другие руки. Какие руки? Неизвестно. Работая столько лет в этой сфере, я знаю точно, что животных возрастных никогда не выкупает никто. Потому что так происходит. Только бесплатно, только по какой-то стечению обстоятельств можно помочь, но продать животных в какой-нибудь хороший, неплохой зоопарк невозможно. Миллион раз мы с этим сталкивались, это я заявляю абсолютно точно. Мы поняли, что мы должны в этот процесс входить, с ним договариваться, и мы согласовываем дату. Он говорит, срочно, до Нового года, решайте этот вопрос. Недолго думая, так совпадает, что мне нужно лететь в Москву на съемки, и я собираюсь и улетаю в Москву, то есть беру билет, мне взяли билеты в Москву, и я собираюсь вылетать. Я спрашиваю, клетки есть, как их животных перевозить, что делать с этим. Одновременно с этим Яна ищет, куда пристроить этих животных. Нам отвечает Барнаульский зоопарк, что они готовы принять пуму. Рысь мы поняли, что мы возьмем себе. Остается вопрос с леопардом. И вот тут как раз история, которая сейчас будет видео, как я позвонил хозяину, руководителю Белого Льва, Вите. Она будет прямо сейчас. Здорово, Вить. Здравствуйте, привет. Слушай, Вить, просьба у меня к тебе. Можешь горизонтальную держать камеру? Я просто веду запись для канала, и как раз ты мне нужен. Давай, не совсем удобно, но нормально, в принципе. Давай, что-то срочное? Да, слушай, помнишь, ты мне говорил, что ты готов ввязаться в всякие там темы, если нужна будет помощь? Ваши авантюры? Ну да, в принципе. Она появилась. Слушай, предложили там выкупить животных из передвижки. В общем, я, в принципе, нашел более-менее все руки. Там рысь, леопард и пума. Пуме нашел, рысь мы себе оставляем. Вот нужно вопрос с леопардом решить. У вас будет место? А какой возраст у них? Что вообще? Откуда это? Передвижной зоопарк, да, получается? Ну да, слушай, Где находится в Владимирской области. Владимирская область, это где-то в центральной части России. Недалеко от Москвы, да. Понятно, хорошо. Смотри, Дим, именно из-за дальности нашей от Москвы, я полагаю, что нам будет очень трудно его везти сюда. Леопард, возраст какой у него? Больше 8, я думаю. Больше 8. Ага, слушай, он возрастной получается уже такой, да. Не старый. Так, во-первых, нам здесь у нас в парке Белый Лев держать сейчас негде, правда. Но у нас есть земля в Подмосковье, в пригороде. В принципе, мы можем содержать его там. У нас есть территория, у нас есть возможность ухаживать за ним, но это вопрос только времени.
Угу. Если мы заберем, у вас есть возможность где-то передержать его до, я полагаю, наверное, конца марта? Слушай, ну я вот сейчас только что перед этим звонил Барнаульскому зоопарку. Они сказали, что готовы помочь. То есть они смогут передержать? Да, то есть как бы я все выкупаю, вообще не вопрос. Вам, ну, с вас только место найти. Ага, с нас только место найти. Окей, смотри, сейчас, так как у нас на календаре декабрь, близится конец, и у нас, честно говоря, не сезон, Дим, мы не планировали строить вольер. Как ты полагаешь, сможем ли мы обратиться с таким вопросом к нашим подписчикам, к нашим сторонникам, друзьям, о том, чтобы попробовать собрать сбор на вольер? Если да, то мы вообще без проблем берем. Уход мы на себя, покупку. Кстати, сколько он стоит? 150. Его бесплатно или платно? Нет, 150. 150 тысяч, да? Да. Ага, давай, покупку тогда мы берем, на себя. Там какие-то по-любому расходы, да, еще будут по доставке, по наркозу. Ну да, по-любому. Ага, смотри, такие расходы мы сможем взять на себя, но вольер сейчас в зиму мы не потянем, честно. Как ты думаешь, получится, поддержат ли нас наши люди? Слушай, я ни разу не устраивал сборы, не смотрел, но я думаю, вполне может быть. Потому что надо оттуда животных просто забирать. Я просто примерно представляю, что там происходит. Слушай, до ужаса страшно, конечно, но так как мы уже договорились помогать животным и ввязываться в подобные авантюры, давай, что будет, то будет. Но я надеюсь, что у нас все получится. Давай, ведь все, тогда я на связи. Мы продолжаем наши действия. Хозяин зоопарка заявляет о том, что у него есть клетки, и я спокойно начинаю искать в поиске машины с Владимирской области до нас, чтобы сэкономить какие-то деньги, потому что это достаточно большое расстояние, там больше 3000 километров, и мы находим такую машину стоимостью в 60 тысяч рублей. Еще раз набираем директору этого зоопарка, и слышим, слушай, все, клетки есть, все есть. Ой, ребята, вы знаете, у меня, наверное, клеток нету. Я говорю, а как ты представляешь себе эту транспортировку? На что я ответил, вот как-то так, мне все равно. Мы понимаем, что перегонки у нас есть. Но они все в снегу, и мы начинаем их доставать, выкапывать. Я понимаю, что мне придется нанимать машину с Новосибирска до туда. Расстояние туда-обратно. Расстояние за километр 18 рублей. Плюс надо доехать до Барнаула еще отвезти животное. Итого транспортировка практически 7000 километров по 18 рублей. Сумма, оказывается, нам делают небольшую уступку. Сумма 125 тысяч. Мы быстро грузимся в ночь и отправляем «Газель». Я лечу этим же утром на самолете, чтобы подготовить дела, принять участие в съемке, и буду ждать «Газель» уже на месте. Тут же создается вопрос, как животных заманить в эти перегонки при условии того, что они терпеть не могут людей? Никак. Я говорю, как решать этот вопрос? Седацией. Мы что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем. Я говорю, ничто мы не придумаем, ничто мы не сделаем, потому что погода за бортом больше минус 10 градусов, и это опасно. Соответственно, раздается звонок, как всегда, в госпитале дикой природы. Сергей Олегович, здравствуйте, такая ситуация, вы нам поможете, найдете для нас время. Слава богу, так совпало, что в выходной день они нашли время, и говорю, можно еще с вами доехать с Москвы до этого населенного пункта. Получаю ответ «добро», и мы договариваемся на дату, что в понедельник мы выезжаем туда. Итак, сколько же будет стоить вызвать госпиталь дикой природы со всей аппаратурой? И плюс нужно проехать с Москвы до туда 350 километров и обратно. Госпиталь дикой природы обходится нам в 100 тысяч рублей. Чтобы положить 3 животных, взять полные анализы, обследование, посмотреть на состояние. Вот, в общем, такая сумма и выходит. Что же происходит дальше? Мы приезжаем на место, встречаемся в Москве, выезжаем, встречаемся уже, подъезжая к зоопарку. Я первый раз в жизни
видел таким напряженных всех, потому что все, внешний вид, конечно, максимально печальный, это было ужасно. Железные клетки, железные миски, животных кормят, как мы впоследствии узнали, через день куриными головами и костями куриными, что совершенно ужасно и невозможно. Животные все бросаются, кидаются, и выглядят животные... Я таких маленьких животных в принципе не видел. Пума весом в 35 килограмм, леопард в 50 и рысь килограмм 8-10, там 12, вот в этом диапазоне. Вид максимально ужасный. И мы понимаем, что... И когда мы приехали туда, температура была минус 18-19 градусов. Нам не дали теплое помещение. Соответственно, все мы вынуждены проходить в нашей газели. Хорошо, что она была 5-метровая, у нас был какой-то момент вместе с клетками, там какой-то промежуток, где мы могли это делать. Мы поняли, что надо быстро топить помещение, температура холодная, и мы были вынуждены купить тепловые пушки и автономки. Это следующая статья расходов. Тепловые пушки нам обошлись в 15 700 и 18 тысяч рублей, чтобы создать нужную температуру для работы. Все будет нормально, все будет хорошо. Вот. Когда животное выходит из седации, температура должна быть выше нуля, чтобы это было безопасно, потому что все процессы замедляются, и когда выводит из наркоза, должна быть хорошая температура. Соответственно, это помогало нам поддерживать в минус 20 достойную температуру внутри. Было мало места, сложно, но, как всегда, госпиталь дикой природы справился со своей задачей. Одновременно с этим мы начали производство контейнера. Соответственно, одновременно с этим мы начали думать о том, что надо куда-то пристраивать животных. И так как рысь мы забираем себе, нужно срочно делать теплый домик с вольерами. Как вы знаете, из прошлых наших роликов у нас уже был опыт недавней стройки по новым ценникам материала, на что мы, в принципе, и начали рассчитывать. В этот раз, единственное, мы не стали покупать морской контейнер, потому что морской контейнер стал стоить 190 тысяч просто пустой, и потом надо было работать, утеплять. Мы решили построить с нуля, тем самым сэкономив деньги. На вольер с теплым домом я оставил ребятам 600 тысяч рублей. Металл вышел где-то на 250, утеплитель 70, электрика, прочие расходы 70, внутри утеплителей еще дополнительные решетки, окна и так далее вышли в оставшуюся сумму. Плюс работа парней, плюс краски и так далее. На самом деле финальную сумму я подобью. Я думаю, что финальная сумма будет в районе 750 тысяч, потому что еще чистить территорию, электрика, обогреватели, навесы, софиты, все и так далее. Это выйдет минимум 750. Но на данный момент я отдал 600 тысяч рублей за это. Анализы. Когда мы одновременно с тем, что животных седировали и загружали уже в готовую теплую газель, мы сразу же сдали биохимию, общие анализы и посмотрели на состояние. Экспресс-тесты, которые Сергей Олегович увез в Москву, стоили 12 тысяч рублей. Это вот примерные расходы. Я не беру мелочи какие-то там, путешествия в дороге, еда и так далее. Но вот примерная сумма расходов, она такая.
Стоит или не стоит, это уже другой вопрос решения. Но примерные ценники для понимания, когда животные попадают в трудные ситуации, ориентировочно такие. Опять же, вольер с теплым домом мы строим сами, вместе с нашими ребятами, и мы не платим за работу. Витя из Белого Льва сразу же подсчитали вольер на 270 квадратов, они сразу начали делать хороший, обошелся им около 2 миллионов рублей. Стройку ребята запускают на днях. Всем большой привет! Как всегда, я хочу сказать спасибо госпиталю дикой природы, что опять участвует в наших акциях, что приехали с нами, взяли меня с собой на борт, довезли меня, собственно говоря, до Владимирской области. Сергей, спасибо еще раз. Расскажите вообще ситуацию о котах, о состоянии. Вообще у нас сегодня такой день достаточно ответственный и тяжелый. Тяжелый тем, что погода сегодня вот совершенно не подходит для наркоза, для обездвиживания, потому что животные теряют температуру очень сильно в наркозе. И то время, что они находятся во сне, для них может быть достаточно критичная потеря температуры, поэтому мы сегодня придумали все, что было можно. Это 2 дизельные пушки, это одеяло, это еще куча всяких приспособлений, чтобы нам побороть эту проблему. Но, слава богу, все у нас прошло хорошо. И животные Купили последние пушки в магазине. Да, животные у нас уже проснулись, они уже в клетках и, в общем, готовы ехать в путь. В принципе, дело замечательное, дело очень хорошее, потому что вот такие передвижки, которые теперь, слава богу, закрываются, они не должны существовать, но животные, которые остались в этих передвижках, им же где-то надо жить дальше. Вот, и слава богу, что есть вот ребята, Тигр и Ким, которые очень большую лепту в это вносят. Не только мы, еще Белый Лев, да. Огромное спасибо, и Барнаульскому зоопарку, что тоже участвует в нашей этой большой акции, не только своим делом, но еще и финансово нам помогают. Все, в принципе, вы все видите, как происходит, специально все транслируем от начала до конца. И в этот раз, кстати, Сергей, мы сделали необычное для нас видео, отказались на этот этап от формата, чтобы люди понимали, сколько это стоит от начала до конца, сколько это стоит взять, кричать и говорить, это одно, а взять и финансово это провести от начала до конца, это прям наш эксперимент в этот раз будет, сколько это стоит на самом деле. Вот, Что по состоянию каждого из животных? Рысь, конечно, выглядит плохо. У рыся проблемы со всеми 4 клыками, они обломанные, с открытыми каналами. Вот, уши у него отмороженные, у нее, вернее, потому что хозяин всю жизнь думал, что это самец, и пытался ее спаривать, саживать с самкой, а они 2 девочки, поэтому у них ничего не получалось. Хозяин очень удивлялся, как так ничего не выходит. Это тоже 2 девочки. Вот. И уши отмороженные у этой рыси. Но там с ушами ничего делать не надо, а с зубами со временем, видимо, надо будет заняться. Так, в общем, ничего критичного нету, но мы анализы взяли все на все инфекции, общую биохимию, все посмотрим. И ребятам все сообщим. Да, у нас и по леопарду, да, у нас получается, что на языке у него... У леопарда на языке есть небольшая опухоль. Она сейчас выглядит как доброкачественная, но когда ты видишь опухоль внешне, ты не можешь никогда быть уверен на все 100%. По идее, план с ним такой, что опухоль это надо иссечь. Она небольшая, это довольно легко делается, отдать ее на гистологию и как бы уже быть уверенным, что там все хорошо. В общем, работаем дальше. Это уже будем в летнее время, но более в Лучше теплое. летом, да. Да, конечно, потому что это экстренная ситуация, что мы просто ринулись до Нового года. Спасибо, что в сложный график нашли для нас время, но по-другому я просто не представляю, куда бы, в принципе, Просто это все тут могло так быть. все складывается, и логистика, и наши возможности, и ваши возможности, и то, что больше им здесь сидеть нельзя, и поэтому вот получился такой день, как назло, холодный, там 21 градус сейчас минус. Да. Вот. Но в машине тепло. Да, спасибо большое, Сергей, вам как всегда. Надя. Вам спасибо. Ну что, ребята с госпиталя дикой природы едут домой сдавать анализы. Комплексные анализы мы посчитали, примерно 12 тысяч получится на всех троих. Впереди нас ждет 3200 километров. Серега, мы справимся. Янка приболела, температура 38,1. Нам скорее нужно возвращаться домой. Впереди много дел из стройка контейнера. Надо доделать все. Надеюсь, ребята все успеют. А мы выдвигаемся. Ох, что это дорога была. Это просто ужас. Снег, холод. И мы узнали, что посмотрели по навигатору, что
до Казани было не так далеко, а температура в Казани уже была минус 7 градусов. И, соответственно, была максимальная цель дойти до туда, доехать, потому что солярка подмерзала внутри автономки, и мы старались быстрее доехать до туда, чтобы температура в кузове была меньше. Почему мы выбрали, опять же, тентовую «Газель» и Сергея? По той причине, что мы с Сергеем уже ездили выкупать Леопарда Герда, помогать Леопарду Герда, и я знал, что мы можем это сделать в 4 руки. Сергей разрешил мне ехать вместе с ним за рулем по очереди. Наша задача была максимально быстро, не теряя времени, доставить животных домой. Серега, поехали, елки-палки. Вообще пишет нам 2 дня 2 дня? Если без остановок. дай бог. В путь, друзья. Итак, первая ночь. Мы проезжаем Волгу, въезжаем в Казани. Погодочка, конечно, не фонтан. Пытаемся обогнать холод, потому что дальше должно быть потеплее. Котики мои, котики, устали мы, хорошие. Зайцы мои. Все будет хорошо. Рысенька, да все будет хорошо. Все будет хорошо, зайка, все хорошо будет. Лео, все тоже будет хорошо. В общем, проверяем котов, останавливаемся периодически, смотрим, как температура, как себя коты чувствуют. Ну, стараемся проверять каждую остановочку. Зашли перекусить, надо посмотреть. Итак, дорогой дневник. Идет 3-е сутки в пути. Вынуждены были немножко отдохнуть, остановиться на пару часов, потому что трасса была действительно ужасная. Коты устали, видно по ним, прям очень устали, как и мы. Я практически ничего не снимаю в плане дорог, потому что дорога была тяжелая, один отдыхал, второй рулил, и поэтому никаких кадров-то особо-то и нет, по большому счету, потому что основная цель все же доставить животных как можно скорее, покормить нормально, ну и дальше заниматься уже по плану. Так что цель максимально быстро, едем дальше. Тарахтят лягушонки в коробчонке. Ну что, добро пожаловать, коты. Тор, ко мне иди. Тор! Тор! Сюда иди. Тырин-тырин-тырин. Тырин-тырин. Шель, ты рада? Маш, ты рада? Ты рада? Ты Тор, ты съешь меня! Больше всех рад Тор. Ну как вы? Как-то живы. Ого, машина на что похожа. Привет, коты! Привет, коты! Ты какая маленькая кошка! А гангстер где остальные? Вон гангстер сидит, глазами светит. Там самый главный гангстер. Ну, не тепло. Коты, коты! Коты, коты! Скажи, куда мы приехали, блядь?
Ну что, мы добрались, все, котов завезли. Почему мы сейчас их не перенесли в домик? Из-за сроков опаздываем где-то часов на 8. 8 часов сейчас ребята все доделывают. Коты здесь, покормили, попоили всех, все нормально. А я выезжаю с Серегой в Барнаул, отвозим леопарда, пуму. Нам пришлось оставить себе, сейчас на неопределенный срок, сейчас решаем, но, скорее всего, с Белым Львом будем дальше контактировать по причине того, что кошке нужно медобслуживание, и мы, это конкретно про пуму, и мы этим сейчас займемся. Все, кот, мы приехали, ты устал? Нервничался, ничего, все будет нормально. Ну что, мы на месте, леопарда разгрузили. Большое спасибо Барнаульскому зоопарку, что приняли леопарда до марта. К марту будет готов вольер у Белого Льва, и леопард поедет к себе в большой просторный вольер. Что еще сказать? Витя мне сегодня позвонил, это руководитель Белого Льва, и сказал: Дим, слушай, а давайте, может быть, подумай о том, чтобы и пуму мы к нам заберем, по той причине, что они всегда были рядом, вместе, и, может быть, так им будет комфортнее, не так страшно ехать. Поэтому, Вить, ну, спасибо тебе. В общем, вот такие получились у нас 4 суток в пути. Такая необычная история. Она не закончилась, она только начинается. Мы обещаем вам, что это будет интересно, и животные попали в хорошие руки, где уже они, надеюсь, изменят свое мнение о людях, которые с ними живут, которых окружают. А мы будем этому помогать и рассказывать вам. Ну и хочется подвести какой-то еще итог финальный. Хочется сказать большое спасибо всем нашим зрителям, которые смотрят нас внутри нашей страны. Людям с других стран, которые нас смотрят, понимают, поддерживают и участвуют в наших разных акциях. Огромное спасибо команде Белого Льва. Вы потрясающие люди. Нам так комфортно давно не было ни с кем вести какие-то дела, как участвовать в этом. Вы максимально отзывчивые люди, и это очень круто. Огромное спасибо, хочу сказать, Барнаульскому зоопарку. К сожалению, с пумой не получилось, но вы делаете огромную работу, передерживая животных. Это тоже очень многого стоит и очень сложно. Спасибо большое вашему всему большому персоналу, который есть у вас в зоопарке. Я думаю, что система не может решить эти проблемы. Но какие-то частные случаи можно пытаться решать, и как раз каналы помогают дает возможность таким животным. Большое спасибо нашим зрителям, которые участвуют в процессе от начала до конца. Кто-то возможностями, кто-то руками, кто-то финансово. Спасибо большое всем, кто помогает нам спонсировать такие моменты. Я думаю, что, к сожалению, таких историй еще будет в этом году достаточно много, потому что причиной продажи этих животных является 498 ФЗ и нежелание людей соответствовать этому закону и достойно содержать животных. Ну и по скрипту. Уезжая с зоопарка, там оставалось 2 медведя, волк и помесь волка и собаки. И мне было достаточно сложно уезжать оттуда с пониманием, что эти животные остаются там. На данный момент практически этот вопрос решился, потому что нужно транспортировать этих животных. Ближайший дом, где им нашелся, это Санкт-Петербург. Животных нужно выкупать вместе с прицепом, потому что с медведями по-другому не получится. Примерная сумма выкупа животных – это 50 тысяч рублей. Это 2 медведя, ну и 2 волка. Прицеп, на котором стоят эти клетки, стационарно. И дорога до Санкт-Петербурга вместе с расходами какие-то минимальными. Это 100 тысяч рублей. Я надеюсь, что у нас все получится. Я попытаюсь закончить это до Нового года. Это тяжелая история. И мне стыдно, конечно, было уезжать оттуда. Но я понимал, что я не смогу пройти мимо этой истории. Я вернусь.
Вот на такой грустной ноте мы заканчиваем этот выпуск. Будем смотреть и показывать дальнейшее развитие всех событий. Спасибо большое, что смотрите нас. С вами был канал День Тигра. До свидания.